Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня я хочу вам предложить связать узор с ромбами. Посмотрите, на изнаночной стороне он тоже выглядит очень красиво. Можно сказать, что это узор двухсторонний. Очень мне понравился этот узор. Вяжется он несложно. И это узор из книги «Волшебный клубок. 700 схем и образцов. Подробный курс по вязанию». Узор это номер 324. И вот схема к этому узору. Вязать мы будем по этой схеме. Это схема для поворотного вязания. Здесь в изнаночных рядах петли показаны так, как они вяжутся. Но этот узор примечателен тем, что в изнаночных рядах петли вяжутся по рисунку. Если вы будете вязать круговым вязанием, то тоже в четных рядах вы будете вязать петли по рисунку. Еще раз говорю, узор несложный, но мне так нравятся узоры с ромбами, я просто неровно к ним дышу. И для начинающих вязальщиц, я думаю, мастер-класс будет полезен. Раппорт узора составляет 16 петель в ширину и 24 ряда в высоту. Мы с вами свяжем один раппорт, набираем на спицы 18 петель вместе с кромочными. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. 5 изнаночных. Теперь 3 петли нужно перекрестить вправо. Оставляем одну петлю на дополнительной спице за работой. Либо вот так меняем петли местами. Я без дополнительной спицы вяжу небольшое количество петель, когда мы перекрещиваем. Провязываем 2 лицевые. И петлю, оставленную за работой, мы тоже вяжем лицевой. Затем 3 петли перекрещиваем в левую сторону. 2 петли оставляем перед работой. Провязываем одну лицевую, и петли, оставленные перед работой, тоже вяжем лицевыми. И у нас будет 5 изнаночных до конца ряда. Во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора мы петли вяжем по рисунку. По рисунку мы, значит, это петли мы вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. Такие ряды я в видео пропускаю, и вы вяжете их самостоятельно. Третий лицевой ряд, 4 изнаночных. Снова 3 петли перекрещиваем в правую сторону, оставляем первую петлю на дополнительной спице за работой, или меняем петли местами, провязываем 2 лицевые, и петлю, оставленную за работой, мы тоже вяжем лицевой. Далее у нас будет 2 лицевых и 3 петли перекрещиваем влево, 2 петли оставляем перед работой, провязываем лицевую петлю, петли, оставленные перед работой, тоже вяжем лицевыми. И у нас будет 4 изнаночных до конца ряда. В четвертом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Пятый лицевой ряд, 3 изнаночных. Снова 3 петли перекрещиваем в правую сторону, оставляем одну петлю за работой, провязываем 2 лицевые, петлю, оставленную за работой, тоже вяжем лицевой. Затем 4 лицевых и 3 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петли перед работой оставляем, провязываем лицевую петлю, петли, оставленные перед работой, тоже вяжем лицевыми. 3 изнаночных у нас будет
до конца ряда. В 6-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 7-й лицевой ряд, 2 изнаночных, 3 петли перекрещиваем в правую сторону, 1 петлю оставляем за работой, вяжем 2 лицевые, петлю оставленную за работой тоже вяжем лицевой. Далее будет 6 лицевых, и 3 петли перекрещиваем в левую сторону. 2 петли оставляем перед работой, провязываем лицевую петлю, петли, оставленные перед работой, тоже вяжем лицевыми. 2 изнаночных будет до конца ряда. В 8-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 9-й лицевой ряд, 1 изнаночная, 3 петли перекрещиваем в правую сторону, петлю за работой оставляем, вяжем 2 лицевые, петлю за работой тоже провязываем лицевой. Далее будет 8 лицевых, и 3 петли перекрещиваем в левую сторону. 2 петельки оставляем перед работой, вяжем лицевую, и петли, оставленные перед работой, тоже вяжем лицевыми. И у нас будет 1 изнаночная в конце ряда. В 10-м изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 11-й лицевой ряд. Сразу после кромочной перекрещиваем 3 петли в правую сторону. Петлю оставляем за работой, вяжем 2 лицевые, петлю, оставленную за работой, тоже вяжем лицевой. Далее будет 10 лицевых, и 3 петли перекрещиваем влево, 2 петли перед работой оставляем, вяжем лицевую, петли перед работой провязываем тоже лицевыми. В 12-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Провязали 12 рядов, половину раппорта. У нас ромб расширялся. Теперь мы будем его сужать в следующей половине узора. 13 лицевой ряд. Теперь 3 петли мы будем перекрещивать в левую сторону. 2 петли оставляем перед работой. Провязываем изнаночную петлю. Петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Затем 10 лицевых. И 3 петли перекрещиваем в правую сторону. 1 петлю оставляем за работой. Провязываем 2 лицевые. Петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. В 14 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 15 лицевой ряд, 1 изнаночная, 3 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петли оставляем перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Затем 8 лицевых и 3 петли перекрещиваем в правую сторону, оставляем за работой первую петлю, провязываем 2 лицевые и петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной петлей. 1 изнаночная будет в конце ряда. В 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 17 лицевой ряд, 2 изнаночные, 3 петельки перекрещиваем влево, 2 оставляем перед работой, провязываем 1 изнаночную, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Затем 6 лицевых и 3 петельки перекрещиваем вправо, 1 петлю оставляем за работой, провязываем 2 лицевые, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. 2 изнаночных до конца ряда.
В 18 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 19 лицевой ряд, 3 изнаночных, 3 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 перед работой вяжем изнаночную петлю, петли перед работой вяжем лицевыми. Далее будет 4 лицевых, 3 петли перекрещиваем в правую сторону, петля за работой, вяжем 2 лицевых, петлю за работой вяжем изнаночной, и 3 изнаночных будет до конца ряда. В 20 ряду петли по рисунку. 21 лицевой ряд, 4 изнаночных, 3 петли перекрещиваем влево, 2 перед работой вяжем изнаночную, петли перед работой вяжем лицевыми, 2 лицевые и 3 петли вправо перекрещиваем, петля за работой, 2 лицевые, провязываем, петлю за работой вяжем изнаночной, 4 изнаночных в конце ряда. В 22 изнаночном ряду петли по рисунку. 23 лицевой ряд, 5 изнаночных, 3 петельки перекрещиваем в левую сторону, 2 перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли перед работой провязываем лицевыми, и сразу же навстречу им перекрещиваем 3 петли вправо, петлю оставляем за работой, вяжем 2 лицевые, петлю за работой вяжем изнаночной. 5 изнаночных у нас будет до конца ряда, и в 24 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Это у нас последний ряд раппорта. Вот что у нас получилось, когда мы провязали один раппорт в ширину, один раппорт в высоту. Далее узор повторяется с первого ряда. Посмотрите, как он великолепно смотрится. Согласитесь, если вам тоже понравился узор, то ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на нас, приглашайте к нам своих друзей и подписывайтесь на нас везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. А я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!